Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь я делюсь покупками с сайта iHerb, делаю распаковки, делаю обзоры и делюсь собственным мнением на продукцию, которую я попробовала. Сегодня я хочу сделать обзор пустых баночек, продуктов с сайта iHerb. Расскажу, что мне понравилось, что не очень. И, конечно, поделюсь ссылками. Я очень рада, что вы ко мне заглянули. Благодарю вас за вашу подписку с колокольчиком, за ваши комментарии, лайки. И давайте начнем. И начну я с двух джемов. Эти джемы просто взорвали мои вкусовые рецепторы. Очень вкусные. И вы знаете, долго не было в наличии вообще никаких джемов от этой компании на iHerb. Поэтому мне пришлось искать у нас в городе. Я нашла в магазине. Вот такой клубничный, мы его сейчас едим, и он мне понравился меньше. То есть одна компания, одна технология готовки. Очень интересная, кстати, у них технология, потому что эти джемы не содержат сахар. Вместо подсластителя у них идет виноградный сок. Как-то интересно они все это готовят и выпаривают, что джем сладкий, но без содержания сахара. То есть он полезный. После того, как я попробовала джем с черникой, мне захотелось еще. И в следующей посылке я уже заказала черничного не было, к сожалению, и я выбрала с голубикой и клюквой. Вот этот вариант. Он оказался тоже потрясающий. И что мне очень понравилось, там внутри цельные ягодки. Интересная компания, готовит джемы по старинным французским рецептам. И как только появится на сайте, я, конечно, буду заказывать еще. Добавляю в утренний творог, в блинчики, то есть и так просто ем, потому что это очень вкусно. И будьте аккуратны, потому что вы рискуете съесть сразу много. Дальше. Продукт, который я буду заказывать еще, это мед. Вообще я не рискую покупать мед где-то у нас на рынке или тем более в магазине, потому что ну, тот мед, который у нас продают, с медом имеет мало что общего, к сожалению. Вот. А этот мед, он просто потрясающий, он настоящий, он без всяких добавок, и я не сомневаюсь в его качестве и полезности. Вот здесь 396 грамм. На iHerb есть и варианты, которые баночек побольше. Вот. Я думаю, что это был пробный вариант. Я думаю, что в следующий раз я закажу уже банку побольше. Всеми известные леденцы. Я думаю, только ленивый не рассказал, не попробовал леденцы вот от этой компании. Часто заказываю деткам, потому что состав натуральный, состав безвредный. Вот этот вариант с манго и чили перцем, ну, это далеко не детский вариант, потому что он такой специфический. И, кстати, это мой любимый вариант. Сейчас покажу, как выглядит. Чили перец там, конечно, очень яркий. Поэтому детям вряд ли понравится. А вот взрослым очень даже заходит. Вот такой леденец. Что хорошо, он, вот как все продумано, да, ребят, то есть вот до мелочей. Он плоский, то есть это удобно очень. Палочка, она не пластиковая, она сделана из спрессованной бумаги, насколько я понимаю. Очень вкусно, но на любителя, опять же. Вот у меня тут осталось последних два, и я буду заказывать еще. Повторная уже моя покупка. И опять же я буду еще раз ее повторять, потому что это то, без чего я уже просто не представляю готовку блинов или оладьев, сырников. Это сода. Сода, казалось бы, зачем заказывать соду с iHerb и переплачивать, если можно купить у нас в магазине соду и с таким же успехом ей пользоваться. Но это совершенно другой продукт. Натуральная сода, она отличается от той соды, к которой мы привыкли. Сырники, блины и вся выпечка получаются супер пышные с ней. Вот. И я так понимаю, что состав у нее без каких-то химических элементов. Судя по отзывам, эту соду часто заказывают и те, кто принимает ее вовнутрь.
Я тоже пробовала так ощелачивать свой организм периодически. Она заваривается кипятком. Там нужно начинать с пол чайной ложечки, потом увеличивать до полной чайной ложки. Завариваю стаканом кипятка, она остывает, и вот когда она совсем холодная становится, выпиваю натощак. 3 через 3 советуют. Но вообще вы можете, если вам интересна именно эта информация, то вы можете найти ее в интернете, много роликов о том, как пить соду и для чего. Вот, я не пила ее 3 через 3, но вот так периодически я ее использую. А вообще, как я еще использую соду? Я часто добавляю ее в пасту, в зубную пасту и чищу зубы. Получается такое деликатное отбеливание. Также в косметических целях в душе можно делать скраб из соды. Очень хорошо она очищает омертвевшие клеточки. Кожа после нее просто бархатистая, мягкая. Также я покажу то, что я покупала не на iHerb. Это вот такая крымская соль. Но, может быть, кому-то информация это будет полезна. Продается она Fix Price, стоит копейки, хорошего качества. Мне нравится именно не ароматизированная. Такая вот она беленькая, хорошая, чистая соль. Я добавляю ее в ванну, беру горсть соли, горсть вот этой соды, моей любимой, замечательной. И это просто потрясающий детокс, девочки. 1 раз в неделю такую ванну просто необходимо делать всем, я считаю. Дальше, продолжая тему вкусностей, хочу показать вот такой сахар. Это органический кокосовый сахар. Немножко осталось на дне. Сейчас покажу, как он выглядит. Вот такого коричневого цвета. И у него есть такой специфический аромат. То есть вот для меня, например, этот сахар был таким чем-то непривычным. То есть если я добавляю его в кофе, он вносит какие-то свои еще нотки дополнительные. Полезный продукт. О вреде обычного сахара, я думаю, мы все слышали. Вот, по поводу этого сахара, мне кажется, что он не такой сладкий, как вот белый сахар, к которому мы все привыкли. Ну, мне так показалось. То есть вот мне кажется, что мне нужно добавить его больше в чашку, чем обычного сахара. А какой замечательный с ним получается скраб. Рецепт напишу в инфобоксе. Вообще я беру вот этот сахар кокосовый, беру масло холодного отжима, любое, которое у меня есть, добавляю несколько капель эфирного масла, и это просто блаженство и потрясающий эффект для кожи. Вот, делаю его в душе, очень хороший скраб. Следующий продукт, который я хочу показать, это органическая каша амарантовая. Для меня это было что-то вот совершенно новое. То есть до того, как я заказала на iHerb, я не пробовала никогда кашу из амаранта. Даже не знала, как ее варить. Пришлось посмотреть в интернете рецепты. Напоминает она мне по вкусу. Есть какой-то интересный ореховый привкус. Очень интересные нотки вообще по вкусу. Рекомендую попробовать, если не пробовали. Вот. Ну и, конечно же, тоже полезный продукт, как утренние каши, утренние завтраки, просто замечательно. И последняя пустая баночка из моей корзинки на сегодня. Это специя от Frontier. Очень мне понравилось. Вообще очень нравится специя от Frontier и Simple Organic. Вот я в основном заказываю на iHerb. Фокусируемся. Угу. Здесь содержится несколько видов. Есть и орегано, есть... Так, что еще есть? Базилик. Все органическое. Тимьян. Замечательная специя для тех, кто, например, как я, любит готовить самостоятельно соус для пиццы. Когда я готовлю этот соус, просто сбегаются все домашние, потому что на аромат, потому что это, ну, просто восхитительный запах. Я обычно добавляю вот эту специю.
беру спелый хороший томат, оливковое масло, соль и немножко чесночка. Получается просто восхитительно. Вкусно приготовленный соус — это гарант вкуса всей пиццы. Также добавляю его не только в соус для пиццы, конечно же, и к мясу отлично подходит, так как вообще розмарин очень хорошо с мясом сочетается и с рыбой. Поэтому добавляла ее везде, куда только можно, так как она мне очень нравится по вкусу и много куда она подходит. И в утренние омлеты можно ее добавлять. Замечательная специя. Сейчас я заказала другую, так как этой не было в наличии. Но вот ее я тоже буду повторять, потому что нам она всем нравится. Флакончик пока использую для других специй. Насыпала сюда сушеный томат. Здесь, как обычно, дозатор, очень удобный. Стеклянная баночка, и было здесь 64 грамма. Ну что, друзья, постаралась я кратко и лаконично и, надеюсь, информативно рассказать о продуктах, которые я заказывала с сайта iHerb. То, что мне понравилось, оставить мой отзыв, и надеюсь, что эта информация была для вас чем-то полезна. Ссылочки я, конечно же, оставлю в инфобоксе. Оставлю рецепт скраба, о котором я пообещала. И спасибо вам за просмотр, спасибо, что заходите на канал, что ставите лайки, пишите комментарии. Благодарю вас за ваше внимание. А я желаю вам счастья, здоровья, хорошего настроения и до скорых встреч!